Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира всем вам и добра, хорошей, благодатной погоды и удачи в ваших делах. Сегодня в нашем выпуске будут освещены все вопросы, что касается дел в саду, на грядке, в доме и так далее. И все это мы будем рассматривать с момента 4 июня по 8 июня включительно 2022 года. В первую очередь рассмотрим агрогороскоп. С 4 по 8 июня время киевское. 2 дня, а именно 4 и 5 июня растущая луна, а это будет суббота и воскресенье, будут в знаке Лев, стихия огня. Здесь, конечно, немного можно что-то посеять. С рассадой мы вообще не работаем, но давайте более подробно рассмотрим. Лев покровительствует газонной траве, любит зерновые сидираты, спаржевую фасоль. Ну и очень хорошо во Льве посадить лук на зелень, потому что салатики – это самое время сейчас посадить свеженьких, чтобы к помидорам, огурчикам были вот эти зеленые листики. Вот это можно будет и 4, и 5 высеять и посадить. С рассадой мы не работаем в знаке Лев, не высаживаем. Очень слабая корневая система формируется, и не тот урожай, на который мы рассчитываем, получаем. Для цветов и комнатных цветов в знаке стихия огня во Льве одинаковая задача – защита от вредителей и болезней. Используем, естественно, какие-то органические биопрепараты или же настои трав. Поливы бесполезны, не воспринимают в это время воду все клеточки растения, корни. Ну и подкормка без поливов тоже опасна. В это время часто сгорают корни или листья, если использовать удобрения для подкормок. Очень хорошее время, заметьте себе, у нас 4 и 5 уже вот растущая луна, эти 2 дня у нас остались для зеленых операций. Используйте их. Ну и можно проводить прививки во Льве. Вот эти 2 дня. Зеленые операции отлично, заготовки очень хорошо, квашение бесполезно. Те, кто уже имеет свежую капусту, не возмущайтесь, у нас северяне до сих пор заняты квашением и просят давать вот эту информацию. Квашения нет, кстати, грибы уже некоторые квасят. Всякие в разных регионах всякие подходы и возможности, так что но вот для квашения неподходящее время. Настойки, вот настойки делайте для лечения или профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Для льва это супер, поэтому делайте эти настойки, будут очень эффективные и качественные. На рыбалку не идем, а вот сбор лекарственных трав проводим. Снова же очень хороши в это время во Льве травы, которые будут использованы для профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ну а для комнатных овощей тоже актуальна защита от вредителей и болезней. Далее идем. Понедельник, вторник и среда. Практически все световые дни Луна будет находиться в знаке Дева. Но начиная с 6 июня работа в Деве лучше всего с 10 часов, потому что переход из знака Лев, и там Луна без курса у нас с 2 часов 14 минут до 9 часов 22 минут. Мы ничего не делаем, спящая Луна бесполезная, поэтому с 10 часов что можно в Деве посеять? Я здесь делаю акценты, потому что у нас есть 7, тоже Дева, казалось бы, но здесь стрессовая ситуация, переход Луны из первой во вторую фазу в 17:30, а значит плюс-минус 12 часов. Это серьезное такое время, когда и посевы, и посадка рассады цветочных растений, потому что Дева отвечает за цветочные растения, за красоту, здесь не высаживается. Зато вот 6 и 8, ну 8 до 14:30 можно сеять семена цветов, сеять семена газонной травы, из овощных
Хорошо только вот единственное, что дева признает и покровительствует укропу и огурцам. Ну и вьющиеся цветы тоже можно, семена их высевать уже в открытый грунт. Рассада только цветов высаживаем, другие растения не высаживаем. Я еще испытывала рассаду огурцов, высаживала тоже в это время, тоже нормально все получалось. И это вот у нас и 6, и 8. 8, напоминаю, у нас время до 14:30. Для цветов 6 будет актуальна посадка рассады, перевалка, пересадка. Черенки и укоренение. Нарезаем череночки, укореняем череночки. Смотрите, 6 и 8. Здесь эта агрооперация не подходит. Переход Луны. И поэтому выход очень маленький. Для этого времени, для цветов, видите, только поливы и подкормочки можно использовать. Ну а вот 6 и 8 здесь черенкуем. Многие уже и хризантемы черенкуют, и петунию, да, разные цветочные растения, комнатные растения тоже. Все это можно черенковать, укоренять, поливать, подкармливать. Вот это все делается 6 и 8. Поливы все дни очень хороши, а вот именно 8 постарайтесь полить до 15 часов. Затем у нас вечером, видите, переход Луны в другой знак, и знак стихии воздуха, поэтому нужно поливы провести до 15 часов. Кстати, у нас в плейлисте агрогороскопы на июнь месяц 2022 года есть отдельные агрогороскопы на все виды работы. Так что, если надо, заходите, смотрите, все это есть. Подкормки все время можно проводить, единственное, 8 только до 12 часов. В саду. Вот в саду черенки уже на юге очень хорошие различных растений. Здесь можно, причем не только декоративные, цветочные, ягодные растения можно нарезать. Те же розы, которые уже отцвели, бутончики уже осыпались, укореняйте, нарезайте черенки, укореняйте. И в это время, кстати, можно высадить саженцы декоративных и цветочных растений. Есть кто-то еще до сих пор имеет такие растения, получили по почте, посадили в горшки, вот высаживаете теперь в открытый грунт. Но это можно сделать с 6 и 8 до 14:30. В 7 поливы, подкормки и защита. Вот это можно делать в день перехода Луны из одной фазы в другую фазу. Вот это то, что касается садовых растений. Зеленые операции не проводим. Новичкам скажу. Во-первых, зеленые операции, здесь только нарезка черенков, но зеленые операции не делаем. Очень ослабленные растения начинают болеть. Я уже сделала несколько таких экспериментов, и мне не понравился результат. Растения слабые. Ну вот аккуратненько череночки нарезаете, растение нормально себя чувствует. Это исключение из правил черенки. Заготовки в дни Девы не проводим. Испытала много раз очень нехороший результат. И цвет меняется, и аромат, и портится очень быстро продукция, если делать эти заготовки, любые заготовки в дни Девы. Квашение не проводим, настойки тоже в это время лучше не делать. Рыбалка отменяется, сбор лекарственных трав тоже неэффективен. Для комнатных цветов поливы и подкормки все дни 8 постарайтесь это сделать до 15 часов дня. Продолжаем наш выпуск. Сейчас мы рассмотрим все наши дела, связанные с домом и с нашим здоровьем. Снова же этот же период с 4 по 8 июня 2022 года. Время киевское. В выходные, в субботу и воскресенье Луна будет находиться в знаке Лев. И здесь очень важно обратить внимание на некоторые моменты. Во Льве очень быстро загорается искра, просто быстро воспламеняется. Поэтому пишу пожар. Меня попросили вот эту тему продолжать все лето, потому что действительно в это время усиливается количество
пожаров, быстро загорается все и очень тяжело тушить. Поэтому лучше предупредить. Вы предупреждены, поэтому не только камин и печка, если где холодно, но там, где юг, и постарайтесь не разводить костры и вообще очень аккуратно с огнем. И обязательно обратите внимание на вашу электрическую проводку на даче, в доме. В это время особо нужно быть внимательным. Вот по вопросу пожарной безопасности. Далее тесто. Естественно, в это время я уже и укрываю полотенчиком, добавляю жидкость. Очень быстро высыхает тесто, поэтому постарайтесь увеличивайте количество жидкости или же уменьшайте количество муки, которая дана по рецепту. Рукоделие прекрасно во льве. Кстати, вот в эти дни во льве советую, будут какие-то идеи, записывайте, зарисовывайте. Очень хороший будет день, 1 и 2 выходной. Очень интересные подсказки будут. Стрижка волос во льве прекрасно. Стрижка ногтей тоже. А вот красить волосы откажитесь от этого, потому что горят волосы в это время. Знак стихии огня во льве. Даже органика не приводит к хорошим результатам. Мыть волосы в это время – замечательное время. Уход за кожей. Снова же вот эти всякие различные натертые, овощные наборы, так называемые, они просто в это время не воспринимаются кожей. Она влажная и не впитывает. Поэтому я в это время не использую даже крем какой-то. Оно не дает результата, нужно вытирать салфеточки, потому что не воспринимают клеточки в это время вот эту ценную субстанцию. Поэтому мы не проводим это дело в эти дни 4 и 5 июня. Очистка кожи у нас на растущей луне не проводится, а вот ремонт в знаке лев замечательно, сохнет хорошо, щеток не видно, качество очень хорошее. Проветривание вещей, замечательно, ветер, солнышко, и можно проветрить, свежесть такая приятная получается. Стирку в это время не рекомендуется проводить, потому что качество будет не очень радовать вас. Уборка также быстро высыхает все, не вымывается так, как нужно. Ну, можно будет чуть-чуть позже сделать. Но вот в эти дни, хотя выходные, не подходят для этой работы. И начало инкубации тоже не подходит. Далее понедельник, вторник и среда. Снова же здесь, смотрите, у нас есть один день. И это день перехода Луны с первой во вторую фазу. Стрессовая ситуация. Поэтому здесь есть моменты, которые нужно учитывать при рассмотрении важных дел. Но давайте все-таки по порядку начнем с печки. Здесь нормально будет огонь гореть, быстро не загорается. Но если где-то сухо, будьте внимательны. Снова же пожарная безопасность прежде всего. Лето очень будет пожароопасным. Будьте внимательны. Для теста будет все нормально, по рецепту все получится хорошо. Рукоделие, прекрасное время, снова же записывайте идеи. Здесь больше идей будет, и будет хотеться что-то делать. А здесь уже вот дева любит красоту, уже созидание, создание, претворение в жизнь этих идей. Очень хорошие дни для этого дела. Стрижка волос. Прекрасно 6, 7 пропускаем и 8 июня. Стрижка ногтей то же самое 6, пропускаем 7 и 8. Далее покраска волос. Не будем красить волосы в деве. И вот этот момент тоже здесь 7 наложения вот этого энергетического перехода не используем для покраски. Мытье волос. Отлично мойте волосы. Уход за кожей. Вот здесь различные вот эти маски очень эффективны. Идет вот эти все питательные элементы поступают в клеточку, вглубь клеточки, и клеточка питается ими. Поэтому 6, 7 и 8 используйте вот эти дни для ухода за кожей. Очистка кожи не проводится. Ремонт лучше не делать, будете переделывать. Проветривать вещи в это время
Нехорошо даже летний период, потому что в это время почему-то набирается влаги и запахи неприятные приобретают хорошие вещи с запахом приятным. Вот они на улице, если проветрятся, почему-то притягивают к себе все не очень приятное. Стирка. Вот стирка очень хорошо в это время пройдет, 3 дня используем. Уборка тоже. По поводу инкубации, вот для того, чтобы в этом месяце, то есть в последующие месяцы, нам нужно, чтобы выход молодняка был к моменту полнолуния. Мы уже в мае месяце это делали, будут уже встречать молодняк наши многие хозяюшки и хозяева. А вот на следующий месяц уже, чтобы получить в июле, вот можно использовать с 6 для мускусных уток. И 8 июня подкладывайте под утки яйца или же в инкубаторы закладывайте на инкубацию. Вот эти 2 дня для этой породы птицы. А теперь пришло время рассмотреть рубрику «Луна для здоровья». Итак, 4 и 5 июня растущая Луна будет в знаке Лев. А в дни нахождения Луны в знаке Лев уязвимы, можно сказать, главный орган сердца, а также уязвимы аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, вся сердечно-сосудистая система. Поэтому в эти дни нельзя будет проводить любые кардиологические операции. Ну, естественно, если какие-то экстремальные ситуации, только тогда медики всегда оказывают помощь. Ведь в это время обостряются сердечно-сосудистые заболевания, а также болезни сердца и суставов. Будьте внимательны, возможны приступы аритмии, стена, брадикардии, тромбоэмболии в мышцах сердца, а также инфаркты. Но в это время эффективное посещение офтальмолога, лечение инсультов и тромбоэмболии, а также гипертонии и мигрений. В понедельник, вторник и среду 6, 7 и 8 июня Луна будет находиться в знаке Дева, а в это время уже уязвимы тонкий кишечник, 12-перстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота и брыжейка. 6, 7 и 8 июня нельзя будет проводить операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и всей вегетативной нервной системе. Но зато в Деве самое лучшее время для медицинской диагностики. Сдавайте анализы, обращайтесь с анализами к врачам, изучайте все, что вы получили в процессе исследований, и получайте достоверную информацию о состоянии своего здоровья. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его, как всегда, подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Мира каждому дому, хорошей погоды, удачи, успеха во всех ваших делах. И всем вам посылаем свет божественной любви. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Пока-пока.